Не секрет, что сон — одно из самых важных условий для сохранения здоровья. За последние десятилетия накопилось множество исследований, которые снова и снова подтверждают, качественный сон жизненно необходим для когнитивных функций, здоровья сердца, эмоционального состояния и много другого. Казалось бы, все просто. Однако для многих из нас хороший ночной сон — задача не из легких. Большинство советов, которые можно найти, наверняка уже знакомы, пусть и звучат слишком обобщенно. Спите по 8 часов, избегайте яркого света и стрессов перед сном и так далее. На практике все гораздо сложнее. Во-первых, нам не всем требуется одинаковое количество сна. У нас разный образ жизни, работа, поездки. Все это может требовать регулярной корректировки режима сна. Более того, качественный сон — это не просто количество часов, проведенных в постели. Мы также не умеем объективно оценивать его качество, ведь пытаемся анализировать то, что происходит, пока мы бессознательны. В результате следование жестким рекомендациям, вроде «спите», больше может вызывать раздражение. Хорошая новость заключается в том, что исследования все чаще подтверждают пользу более целостного подхода к сну. Наши усилия по улучшению ночного отдыха не должны ограничиваться спальней. То, как мы проводим день, что и когда едим, состояние микрофлоры кишечника, гормональный фон — все это играет важную роль. Нам нужен, по сути, 24-часовой взгляд на сон. Это никак не умаляет важности тех часов, когда мы спим, но дает нам новые возможности улучшить их задолго до того, как мы окажемся в постели. Так сколько же сна нужно именно вам? Будем ли мы чувствовать себя лучше, если станем спать чуть больше? Возможно, но это не гарантировано. Хотя ученые знают, сколько сна в среднем требуется человеку, индивидуальные потребности могут сильно различаться. Чтобы понять, сколько часов нужно именно вам, и как и когда их лучше получать, начнем со снов. Согласно данным Национального фонда сна, взрослому человеку обычно требуется от 7 до 9 часов сна в сутки. При этом в начале жизни нам нужно гораздо больше. Новорожденные спят от 14 до 17 часов, и эта потребность постепенно снижается в детстве. Подросткам необходимо около 9 часов сна, а людям старше 65 лет примерно 7 часов. На потребность во сне может влиять и пол человека. Некоторые исследования показывают, что женщинам в среднем нужно примерно на 20 минут больше сна, чем мужчинам. Есть также данные, что люди, как и многие животные, склонны спать немного дольше зимой. Разумеется, бывают исключения. Редкий генетический признак, семейный естественный короткий сон, позволяет некоторым людям регулярно ложиться поздно, вставать рано и прекрасно себя чувствовать при 4 или 5 часах сна. Большинству из нас так не повезло, хотя изредка нарушенный или сокращенный сон не представляет большой проблемы. Мы способны пережить ночь без сна и более-менее функционировать на следующий день, а потом наверстать упущенное. Однако регулярное недосыпание — это плохая новость. Эпидемиологические исследования показывают, что люди, которые стабильно спят от 7 до 9 часов, имеют самый низкий риск смерти в течение следующих 10 лет. Те, кто спит меньше или больше, сталкиваются с повышенным риском смертности. Долгосрочные последствия нехватки сна включают повышенную вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показывают, что для большинства людей отклонения от нормы сна негативно влияют на когнитивное здоровье. Определить, сколько сна нужно именно вам, задача непростая. Нет аналога диагностического анализа крови. Один из полезных, пусть и социально неудобных, способов выяснить свою норму сна — это устроить себе сонный отпуск. В течение 2 недель ложитесь спать в одно и то же время, но не ставьте будильник. Время, когда вы просыпаетесь естественным образом, поможет понять ваши биоритмы и потребность во сне. Также можно использовать трекер сна или вести дневник, желательно несколько недель, чтобы отследить свои циклы сна и бодрствования. Полезно отмечать, когда в течение дня вы чувствуете сонливость. Это тоже поможет определить индивидуальные ритмы,
Так вы сможете понять свой хронотип, то есть в какое время суток вам комфортнее спать и быть активным. Существует спектр от людей с ранним пиком активности до тех, кто настоящие совы. Адаптация к своему хронотипу помогает стабилизировать режим сна, хотя исследователи признают, что это может быть сложно. Ранние птички обычно получают достаточно сна, так как они ложатся спать рано, а вот людям с поздним пиком активности приходится нелегко. Многочисленные исследования показывают, что у сов, людей с вечерним хронотипом, чаще наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, в исследовании 2024 года, пока не прошедшем рецензирование, было установлено, что вечерний хронотип сам по себе не является фактором риска психических расстройств. Весь риск объясняется тем, что совы обычно спят меньше. Есть и обнадеживающие данные. При условии регулярного сна в течение 8 часов совы демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах, чем люди с утренним хронотипом. Если вы человек с вечерним типом хронотипа, но вынуждены вставать рано из-за требований повседневной жизни, есть способы сдвинуть свои биологические часы ближе к режиму людей с ранним пиком активности. Один из них — воздействие яркого света около 7 часов утра. Это помогает сдвинуть циркадные ритмы и облегчает засыпание в более раннее время. Напротив, ближе ко сну яркий свет следует избегать. Он отодвигает внутренние часы. Некоторым людям может помочь прием мелатонина, гормона, сигнализирующего организму о необходимости сна, при условии правильного выбора времени. Попробуйте внедрить эти стратегии. И независимо от того, кто вы по хронотипу, утренний звонок будильника может перестать быть мучением. А возможно, он и вовсе вам больше не понадобится. Исследователи сна посвящают свою карьеру изучению того, как и почему мы спим. Но что они сами делают, чтобы обеспечить себе полноценный ночной отдых? Возможно, вас успокоит тот факт, что даже специалисты не всегда следуют собственным рекомендациям. Думаю, вы обнаружите, что многие исследователи сна сами не очень хорошо спят. Тем не менее, большинство из них сходятся в одном — постоянство — ключевой фактор. Как вы спали прошлой ночью? Ваш ответ может зависеть от того, сколько времени вы провели в постели, сколько из этого времени пришлось на пробуждение и чувствуете ли вы себя отдохнувшим. Но также он может зависеть от того, занимались ли вы спортом, что показывает ваш фитнес-трекер, и даже от того, когда вас спрашивают. У каждого свое определение качества сна. И в этом проблема. Хотя ученые все еще пытаются разобраться, что именно определяет качество сна, известно, что полноценный ночной отдых включает ряд циклов сна, последовательные фазы мозговой активности, которые мы проходим во время сна. Для большинства людей все стадии этих циклов необходимы, чтобы проснуться с ощущением бодрости. В среднем человек проходит от 4 до 5 полных циклов за ночь, и их нарушение может привести к негативным последствиям для здоровья, как краткосрочным, так и долгосрочным. Плохое качество сна связано со многими неблагоприятными последствиями для физического здоровья. Среди них повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, диабета и набора веса. Хотя единого определения качества сна не существует, исследователи и врачи часто используют электроэнцефалограмму для отслеживания мозговой активности во время сна, а также актиграфию, метод, при котором движение тела фиксируется в течение ночи как показатель бодрствования. Такие измерения показывают, что на качество сна больше всего влияют время, необходимое для засыпания, частота пробуждений, эффективность сна, то есть процент времени в постели, который действительно был проведен во сне. Обычно качество сна определяется не одним параметром, а их совокупностью. Однако эти параметры не всегда совпадают с субъективным восприятием. Например, исследование 2023 года, в котором участвовали 100 человек, показало, что у тех, кто спал хуже, было меньше времени в глубокой фазе медленного сна по сравнению с теми, кто спал лучше.
Эта противоречивая ситуация побудила группу экспертов по сну, изучавших физиологические маркеры неуловимого, аморфного и многомерного понятия качества сна, сделать вывод. В конечном счете, определение качественного сна остается в значительной степени субъективным и непоследовательно измеряемым с помощью современных методов. Тот факт, что качество сна трудно объективно оценить, должен заставить нас задуматься, когда мы смотрим на данные, полученные с носимых устройств, которые выдают оценку качества сна. Многие из них основаны на таких показателях, как частота сердцебиения или движение тела, которые действительно могут точно определить, спим ли мы. Однако производители этих гаджетов, как правило, не раскрывают, как именно взвешиваются эти параметры при расчете итоговой оценки. Некоторые специалисты предостерегают от чрезмерного доверия к таким оценкам, поскольку они могут быть ненадежными и усиливать тревожность, связанную со сном. Даже если мы не всегда можем точно оценить качество своего сна, есть способы попытаться улучшить его. Например, отказаться от алкоголя. Он может помочь быстрее заснуть и усилить фазу глубокого медленного сна в первой половине ночи, но во второй половине вызывает пробуждение и нарушает фазу быстрого сна. Соблюдение регулярного режима сна и гигиены сна также способствует улучшению его качества. Разумеется, фрагментация сна иногда неизбежна, будь то уход за плачущим ребенком или ночные походы в туалет, и жизненные обстоятельства меняются. Поэтому не стоит переживать из-за одной беспокойной ночи. Именно потому, что качество сна столь субъективно, тревожность по этому поводу может привести к тому, что вы проснетесь с ощущением, будто ночь прошла еще хуже, чем на самом деле. Причин плохого сна может быть множество: экранное время, стресс, алкоголь. Теперь к ним добавился еще один фактор — микробы в нашем кишечнике. Давно известно, что микробиом оказывает мощное влияние на здоровье, и новые исследования показывают, что это касается и сна. Причем связь эта двусторонняя. Микробиом влияет на сон, а сон — на микробиом. Хорошая новость, мы можем на это воздействовать. На первый взгляд, связь между желудком и режимом сна может показаться неочевидной, но все больше исследований проливают свет на их взаимное влияние. Например, в исследовании 2023 года с участием 720 человек было установлено, что большее разнообразие микробов в кишечнике связано с более качественным сном. Кроме того, изменения в составе микробиома связаны с рядом нарушений сна. Например, расстройство поведения во время фазы быстрого сна, при котором человек физически разыгрывает свои сны, связано с снижением количества бактерий, вырабатывающих масляную кислоту, бутират, и увеличением числа бактерий, вызывающих воспаление. Тем не менее, выделить конкретные виды микробов, влияющих на здоровье сна, пока не удается. Разобраться, что является причиной, а что и следствием, тоже сложно, особенно учитывая множество факторов образа жизни, влияющих как на сон, так и на микробиом. У людей с наиболее нерегулярным режимом сна, например, тех, кто отсыпается по выходным, также был наихудший рацион, что могло повлиять на состав микробиома, а не наоборот. Сон также влияет на пищевые предпочтения. Если вы плохо спите, вы делаете менее здоровый выбор в питании, и это негативно влияет на качество микробиома, снижает его разнообразие и делает его менее благоприятным. Исследования на животных помогают продемонстрировать взаимодействие между микробиомом и сном. У мышей, которым длительно давали антибиотики, нарушался цикл сна и бодрствования. Другие эксперименты показали, что хроническое нарушение сна меняет баланс микробов в кишечнике. Еще интереснее, когда фекальные микробы от мышей, подвергавшихся периодическому кислородному голоданию, пересаживали другим мышам, у тех развивался фрагментированный нарушенный сон. Эксперты советуют минимизировать свет ночью и максимизировать утром. Мы приглушаем свет в доме с заходом солнца, а утром включаем как можно больше света и открываем шторы, чтобы впустить солнечные лучи. Поддерживайте прохладу.
Наука о сне показывает, что температура тела во сне должна снижаться примерно на 1 градус Цельсия, поэтому я стараюсь, чтобы в комнате было очень холодно и темно. Правильно ешьте и пейте. Постарайтесь не есть после 9 вечера и не употреблять кофеин, хотя скорость метаболизма кофеина сильно варьируется от человека к человеку. Отключайтесь. Все, что вызывает стресс, активирует возбуждение, состояние повышенной настороженности. Поэтому перед сном важно избегать стрессов, включая проверку электронной почты. Избегайте яркого света. Компьютеры, смартфоны, планшеты — все это яркое экранное освещение говорит мозгу, что пора бодрствовать. Лучше избегать этого перед сном. А вот слушать музыку вполне допустимо. Также важно упомянуть про гормоны, которые имеют сложную взаимосвязь со сном. Нас не удивляет, что гормональные изменения, например, в период полового созревания или менопаузы, могут нарушать сон. Но гормоны влияют на сон постоянно, не только в периоды резких перемен. Более того, эта связь оказывается двусторонней. Как гормоны влияют на сон, так и сон влияет на гормоны. Лучшее понимание этой взаимосвязи может улучшить как качество сна, так и общее состояние здоровья. Но, как и в любых отношениях, все непросто. Сон регулируется двумя основными процессами. Первый процесс отслеживает, как долго мы бодрствуем через накопление нейромедиатора аденозина, побочного продукта клеточного метаболизма. Когда его становится достаточно, как песка в нижней части песочных часов, желание заснуть становится непреодолимым. Второй процесс связан с циркадной системой, ритмами активности клеток, синхронизированными с 24-часовым циклом дня и ночи. Он регулируется в основном светом и управляется двумя ключевыми гормонами – мелатонином и кортизолом. Мелатонин, вырабатываемый эпифизом в темное время суток, сигнализирует мозгу, что наступила ночь, и помогает заснуть. Кортизол, напротив, активизируется утром, повышая бодрость и помогая проснуться. Выработка этих гормонов меняется с возрастом. Во время полового созревания уровень мелатонина снижается, хотя его роль в естественном смещении циркадного ритма у подростков пока не ясна. Уровень кортизола может повышаться с возрастом, что связано с ухудшением качества сна и снижением фазы быстрого сна. У женщин, которые чаще жалуются на проблемы со сном, гормональная картина еще сложнее. Например, снижение уровня мелатонина после менопаузы может затруднять засыпание и поддержание сна. Также более высокие уровни фолликулостимулирующего гормона, наблюдаемые в определенные фазы менструального цикла, коррелируют с ухудшением качества сна, хотя механизмы этого пока не до конца изучены. За последние 10 лет стало ясно, что связь между гормонами и сном двусторонняя. Плохой сон может нарушать гормональный баланс неожиданными способами. То, как организм синтезирует, метаболизирует и выделяет различные гормоны, может нарушаться при нехватке сна. Например, у людей с нарушенным сном часто наблюдается дефицит гормона роста, который вырабатывается во время глубокого или медленного сна. Если вы не из тех, кто может мгновенно заснуть, то просто закрыть глаза и расслабиться уже полезно. Важно понимать, что сон способствует росту у детей, регулирует обмен веществ и поддерживает восстановление клеток у взрослых. Плохой сон связан с гипотиреозом, состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов – тироксина, триодтиронина и кальцитонина, что приводит к усталости и набору веса. Но гипотиреоз – не единственная причина, по которой последствия нарушенного сна отражаются на фигуре. Исследования показывают, что хронический недосып и сбои циркадных ритмов могут нарушать контроль уровня сахара в крови и эффективность пищеварения, повышая риск ожирения и диабета второго типа. Ученые начинают раскрывать гормональные механизмы этих изменений. Например, при ограниченном сне до 4 часов в течение 4 ночей у мужчин повысился уровень гормона голода грелина, а у женщин снизился уровень гормона насыщения. В итоге это означает одно – люди сильнее мотивированы есть больше, что ведет к увеличению веса и метаболическим нарушениям.
Хорошая новость. Мы можем улучшить некоторые аспекты связи между сном и гормонами. Наш рацион влияет на качество сна. Например, мелатонин вырабатывается из аминокислоты триптофана, которую мы получаем из белковых продуктов. Чем больше таких продуктов в рационе, тем больше сырья для мелатонина ночью. Свет тоже влияет на его выработку, поэтому приглушение освещения и отказ от гаджетов перед сном действительно помогают. Регулярный недосып – проблема для многих. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, треть взрослых спит менее 7 часов в сутки. Это может привести к накоплению долга сна с реальными последствиями для физического и психического здоровья. Одна из сложностей – мы можем не осознавать, сколько сна нам не хватило и насколько это влияет на нас. В одном исследовании участников случайным образом распределили на группы, спавшие по 4, 6 или 8 часов каждую ночь в течение 14 дней. К концу эксперимента те, кто спал по 6 часов или меньше, демонстрировали когнитивные нарушения, эквивалентные 2 полностью пропущенным ночам сна. Однако, несмотря на ухудшение самочувствия в первые дни, затем участники с ограниченным сном не замечали дальнейшего снижения когнитивных способностей. Уставший мозг не может распознать, насколько он устал. Большинство специалистов по сну скажут вам, если вам нужен будильник, чтобы проснуться, вы, скорее всего, не высыпаетесь. Стоит задать себе такие вопросы. Сплю ли я дольше по выходным или в отпуске? Друзья или семья замечали у меня раздражительность, снижение социальной активности? Негативные последствия недосыпа проявляются быстро. А вот восстановление занимает время. В одном недавнем исследовании 83 взрослых человека сначала провели спокойную ночь в течение 12 часов в постели, а затем либо не спали 36 часов, либо спали всего по 4 часа в течение 5 ночей подряд. Обе группы показали значительное снижение когнитивных функций, уровня энергии и скорости реакции. После этого участникам дали 4 ночи восстановления, снова по 12 часов в постели. Хотя когнитивные способности в целом восстановились уже после одной ночи, у группы с ограниченным сном реакция оставалась замедленной даже после 4 ночей, а группа с полным лишением сна так и не восстановила уровень энергии. Это плохая новость для тех стратегий, которыми мы обычно пытаемся погасить сонный долг. Выспаться в выходные или вздремнуть днем может быть недостаточно. Ранее исследования связывали длительный сон по выходным с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и усилением менструальных болей. Однако более свежие данные дают надежду. Одно исследование не выявило повышения риска смертности или сердечных заболеваний, а другое показало, что дополнительный сон может снизить риск сердечно-сосудистых проблем на 20% по сравнению с постоянным недосыпом. Тем не менее, эффективность сна впрок остается под вопросом. Когда люди пытаются наверстать упущенное в выходные, они часто ложатся и встают слишком поздно, иногда в 2 или 3 часа дня. Это может привести к социальному джетлагу, эквивалентному пробуждению на другом конце страны. Неизвестно точно, какой способ лучше всего подходит для компенсации недосыпа. Если вы все же хотите наверстать упущенное, лучше добавить немного сна вокруг привычного времени, отхода ко сну и пробуждения, чем устраивать марафон сна одним утром. На выходных Национальный фонд сна рекомендует спать всего на 1-2 часа больше, чем в будние дни. Если вы все еще чувствуете дефицит, можно взять пример с американских военных, которые используют тактический короткий сон для повышения работоспособности. Исследования показывают, что короткий сон помогает восстановиться в ситуациях, когда полноценный ночной отдых невозможен. Рекомендуем спать не более 20 минут и не слишком близко ко времени ночного сна. Военные также практикуют сонное накопление, увеличение продолжительности сна за несколько дней до ожидаемого периода недосыпа. Более ранний отход ко сну или более поздний подъем в течение недели может повысить устойчивость к последствиям недосыпа и ускорить восстановление.
Хотя не всегда возможно контролировать режим сна, идеальный вариант — не допускать накопления долга сна вообще. Все дело в том, чтобы относиться к сну серьезно. В перегруженном дне дети, работа и все остальное, что страдает в первую очередь? Всегда сон. Нам нужно научиться твердо говорить: «Нет, я должен выспаться».